Привет всем джигитам на этом канале. Видео сегодня будет про мотоблок. Хороший вопрос задали, будем отвечать. Значит, спрашивал человек, что такое случилось. У него, правда, 178 мотор, а не этот тяжелый, но сейчас 178 нету, чтобы для примера показать. Значит, наливает он в пробочку, в розовую на 178 моторе масло моторного, и двигатель нормально запускается, работает короткое время и глохнет. Ну, говорит человек, масло сдвинулось и двигатель глохнет. Что это такое? Ну, в принципе, то же самое можно сделать и с этим мотором. Если в воздуха налить моторного масла, то будет то же самое. Значит, в чем секрет розовой пробочки на двигателе воздушного охлаждения? Дело в том, что эта розовая пробочка, она как раз служит для того, чтобы заливать в нее масло моторное, повысить компрессию в цилиндре при запуске. Почему? Потому что у того мотора воздушного охлаждения там только 2 компрессионных кольца, а в этом двигателе, как у нормального, 3. Во всех нормальных дизелях должно быть 3 компрессионных кольца, потому что солярка тут зажигается от температуры сжатого воздуха. Значит, воздух убегать не должен. Поэтому 3 компрессионных кольца, а на том моторе 2. Ну, такая вот нелепая конструкция. И чтобы компенсировать отсутствие 3-го кольца, потому что там же воздух через 2 кольца успевает убегать, вот, то есть розовая пробочка, в которую наливает масло, чтобы масло уплотнило зазоры между кольцами и гильзой цилиндра, и двигатель нормально запустился. Ну, инструкция пишет, что эта пробочка для того, чтобы заливать масло для запуска двигателя, когда холодно, ну, то есть в холодное время. Вот. В принципе, летом он нормально и так заводится. Но отличие этого мотора нормального дизеля 3 компрессионных кольца, там 2. Так вот, человек заливает масло, двигатель запускается, работает короткое время и глохнет. Что это такое? Ну, я могу сразу поздравить, потому что там компрессия хорошая. Если двигатель, когда вы масло залили, завелся, значит компрессия супер гуд, и все с мотором хорошо. И клапана, значит, тоже хорошо отрегулированы, все прекрасно. Так вот, почему так получается? А потому так получается, потому что дизель на самом деле заводится не на солярке в этом случае, а на том масле, который вы залили в цилиндр. Так как компрессия в двигателе хорошая, а дизеля это многотопливные моторы, они могут работать на чем угодно, лишь бы оно горело, даже на гудроне. Лишь бы это дело горючее было жидкое, могло впрыскиваться форсункой и загоралось. Даже были дизеля, которые работали на угольной пыли. Придумали такие хитрые моторы. На угольной пыли работали. Так вот, эта хрень работает на всем. Когда вы заливаете масло в цилиндр, для того, чтобы двигатель лучше запустился, так вот, масло ваше начинает гореть, потому что у вас компрессия, поздравляю, хорошая. И вот на этом масле двигатель работает, который вы залили. И когда это масло выгорело, как человек говорит, сдвинулось, но оно не сдвинулось, оно выгорело. Топливо, соответственно, исчезло, нечему гореть в цилиндре, мотор заглох. А почему он заглох? А потому что что? Потому что у вас не работает форсунка, потому что форсунка топливо в двигатель не впрыскивает. Какая-то проблема с топливной системой. Может, насос не качает, может, форсунка. Ну, в тех двигателях воздушного охлаждения там проблема чаще всего с форсункой. Там очень проблемные форсунки. Они там охлаждаемые и вообще сделаны через пень-колоду, и с ними всегда проблемы. Так вот, если форсунка у вас не распыливает, они очень часто там клинят, то двигатель тогда не заводится. Но я вам еще так скажу, дизель такая штука, он если уже схватил, то он должен работать. Даже если форсунка заклинившая, она льет, если двигатель уже начал крутиться, то есть схватил первые такты, он уже должен работать. Потому что когда двигатель уже раскрутился, потому что пусковые обороты это маленькие обороты, поэтому проблема с запуском дизелей. А дизеля любят рывок, это не бензиновый двигатель. А рывка ж, понятное дело, на пусковых оборотах нет. А вот когда он уже пошел работать, первые такты, рывок уже случился, тогда даже если форсунка заклинена, он будет дыметь, конечно, но он будет работать. Потом повышается, даже если у вас низкое давление на форсунке отрегулированное, все равно давление повышается, то есть в этой металлической трубке, и сама система уже сама себя начинает прокачивать, тогда уже все нормально работает. В общем, надо запомнить, что если дизель схватил первых 2 такта, он должен работать. Если он глохнет, значит у него нечему гореть. И, скорее всего, солярка не подается. Такие проблемы. Так, и еще может быть одна проблема. Неправильно отрегулирован центробежный регулятор. Если центробежный регулятор зарегулирован хрен знает куда, то, соответственно, он не может поддерживать оборотов. И тогда двигатель тоже будет схватывать и тут же глохнуть. То есть, если у вас там пружинка ослабла.
Тоже такое может быть. И тогда хоть масло лей, хоть не лей, все равно он обороты держать не будет. Когда вы масло туда заливаете, он на этом масле работает, а потом регулятор обрезает топливо, то есть солярку перестает подавать форсунку. Масло выгорает и двигатель глохнет. То есть он работает только на масле. Так вот это две причины. Первая. Не подается по какой-то причине солярка в форсунку. А вторая причина. Регулятор зарегулирован на белый свет, и поэтому он не работает. А компрессия хорошая. Был у меня такой случай. Заводили двигатель на комбайне, и чувак эфир, воздушный фильтр напускал, потом двигатель схватывал несколько тактов и глох. И он мне говорил: форсунки не работает, давай регулировать форсунки, давай менять фильтра. Я ему говорю: он у тебя работает на эфире, который ты туда набрызгал. Поэтому эфир сгорел, он заглох. Вот. А до чувака так и не доходило, что он этим эфиром кормит мотор, пока эфир держит, в опускной патрубок впрыскивает, пока двигатель работает. Как только эфир убрал, он перестал работать. Так тут то же самое. Если вы его вручную кормите, то он на вашем корме будет работать, потому что компрессия хорошая. Как только корм убрали, он уже не работает. Такие дела. Так, ну и кому понравилось, обязательно ставим лайк и обязательно пишем комментарий в поддержку канала.